Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать, как правильно укоренять черенки винограда. Берем, срезаем черенки, смотрим, чтобы они были зеленые на срезе, вот зеленый срез. Длиной они должны где-то 30-35, может быть, сантиметров. Значит, делаем вот такие, можно наделать такой надрез, или вот так край лучше расщепить. Зубочистку нужно убрать для показа. Скальпелем или ножом садовым. После этого берем землю. Земля может быть огородняя вместе с торфом смешана или с перегноем. Здесь сухая, конечно, еще. Торф с огородней землей. Вот такую бутылочку будет видно, даже когда пускают корни. Виноград будет пускать корни. Дальше, что мы делаем? Дальше мы берем воду. Вода должна быть тепленькая чуть-чуть. И берем немного марганцовки. Бросаем. Воду. Бросили немного марганцовки. И размешали мы ее. Должна быть такая розовая чуть-чуть. Вот. Розовая. Берем черенки. Вот сейчас мы зубочистку уберем. Зубочистку убрали. Берем черенки. Раз. Немного, несколько я здесь показываю кратковременно. Нужно минуту-вторую намочить в марганцовке. Вот. Каждый черенок. Берем вот марганцовку. Несколько минут. Обеззараживаем. Можно с другой стороны там полностью их, на всякий случай, как говорится. На всякий случай можно. Просто убьет всех болезней. Теперь берем, смотрим, почка кверху. Берем этот раствор марганцовки, заливаем. Можно чуть-чуть слабее, потому что сейчас растворяется сильно. Заливаем раствор марганцовки. Берем черенки. Смотрим. Почкой кверху. И мы их просто вот раз. Берем раз. Почкой кверху. Вот. Берем. Два. Берем дальше черенки. Так, этот нормально. 3. 4. Так, что не так. Вот мы их. Земля всегда должна быть влажной. Поставили мы черенки. Можно, конечно, еще. Они так могут подсохнуть, если будет стоять в дому. Здесь можно замазать верхушки садовым варом, глиной. Садовый вар или глиной, чтобы не подсыхали. А сверху можно, как говорится, взять полиэтиленовый пакет, одеть вот так просто. Только чтобы не завязывать полностью. Полиэтиленовый пакет. Чтобы не завязывать, а так, чтобы воздух заходил под сам пакет. Не плотно. Иногда просто открывать, чтобы испарения выходили. Иногда раз в 2 дня. Смотреть по мере того, как она запотевает. Но если накрывать полиэтиленовым пакетом, будет, как говорится, загнивание черенков. Не будет дышать земля. Значит, землю нужно поддерживать, как говорится, в влажном состоянии. Не сильно переувлажнять. Чтобы здесь не было воды. Можно сделать снизу, как говорится, дырочку, чтобы вода уходила на подставку. Если вы перельете много воды. И вот можно так укоренять черенки где-то с начала марта. Или в конце ноября я укореняю в основном. В конце ноября никто, конечно, не укореняет. Но я укореняю. Но уже, как говорится, на конец ноября обрезаю виноград, беру черенки. И их вот беру, например, вот я зимой сделал, в начале зимы, черенки, такой пластмассовый контейнер. Вот они, раз.
этот черенок вот уже пустил, вот этот черенок пустил уже. И это был весной укорененный. Пустил вот такой маленький пагон. А вот эти только недавно на укоренение. А эти уже черенки, как говорится, вот видите, что делается. Это целую зиму уже вырос у меня виноград. Рос целую зиму на подоконнике. Вот он, видите. Вот результат укоренения. Лучше, конечно, в контейнере. Много этих черенков берем, это как я вам показывал. Вот это только весной начал один, а эти еще не пустили ничего. А это уже, что делается. Какие пагоны. Лоза уже, вот, виноград растет. Уже. Только когда потеплеет, его нужно приучать к перепаду температур, чтобы сразу не вынести на холодный воздух. Вот он уже вырос, виноград большой. Это уже рос целую зиму. Укоренился с ноября, конца ноября. А эти только недавно, этот месяц назад. Пустил вот такой пагон небольшой. Главное, чтобы не пересушилась земля, они не погибли, эти черенки. И не переувлажнять. И обязательно не пустят пагоны. Лучше их много сразу, много их, тогда обязательно большая часть, хоть половина, если не получится, они все равно пустят корни. Это весной, можно так весной, только одеть полиэтиленовый пакетик, здесь не завязывать вообще ничего, чтобы он так дышал свободно. И поддерживать землю в нормальном состоянии. Вот такие способы укоренения черенков. Самые надежные. Вот видите, результат налицо. Налицо большая виноградная лоза. Вот. Растет. Уже, представляете его. Он же выше меня, как говорится. Это за зиму. За 3 месяца зимы. И уже он сейчас, когда потеплеет, буду высаживать в грунт. Все, спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До новых встреч.